Так, сейчас такой эпизод. Хороший товарищ купил новую машину. 55-й. Вот, можешь себя повесить сюда. Если что скажешь, все может использоваться против тебя. Окей. Любое ваше слово. Вот, но это у тебя уже второй 55-й. Да. Да. Но в этот раз намного свежее. Пробег 280 тысяч километров. И, ну, честно говоря, вот по салону даже кажется невероятным, что он так много проехал. Вот, также быстренько посмотрели тут разные вещи. Самая интересная находка была здесь вакуумная труба. Здесь обычно стоит заглушка. И этой заглушки здесь не было, поэтому при езде был такой свист. Да? Да. Вот, и сейчас так быстро прихолхозили, закрыли его, свист пропал. Потом абсолютно стандартная вещь, которая часто на таком пробеге может встречаться. Здесь, что может не так видно, но голова блока правого и левого ряда цилиндров, она от температуры искривляется, начинает течь. И вот эта стандартная вещь потом отсюда течет и на мотор, и на коллектор выпускной. Вот здесь такое есть, но на этом пробеге это нормально и решается просто. И еще вот вокруг крышки масляной тоже очень часто начинает скапливаться масло. Здесь течет и сама крышка, и вот ее гнездо, вот это. Ну и вот здесь тоже на силикон садится. Ну здесь, короче, есть смысл тоже у тебя открыть вот эту головку блока, поменять... Прокладку? Да, прокладку. Угу. Вот. Еще вот в стоке на 55-х, да, нету масляного щупа, есть только крышка. Но дисплей, который показывает масло, показывает только как бы два режима: окей или не окей. То есть, если вы хотите смотреть конкретно, сколько у вас там осталось масла, можно докупить щуп, он стоит недорого. Также видно, что у тебя нету здесь Webasto. Да, Webasto нет, к сожалению. Еще вот на этом пробеге начинает течь, по-эстонски это называется роликаст, коробка. Рулевой карданчик. Да, ну, рулевая коробка. На предыдущем G55, который был 6-го года у меня, я поменял вот этот роликаст, да, рулевой редуктор. Он стоит недорого, там месяц работы, порядка 200 евро. Сделали мне это в Листвене. Вот, работа порядка 1,5-2 часа. И, в принципе, да, все было сделано. Здесь я первым делом, когда я осматривал эту машину, я посмотрел на этот рулевой редуктор, он был абсолютно сухой. Да. Или его уже делали, или, в принципе, он не приехал еще. Мой немножко такой, тоже уже начинает подпотевать. Ну, тоже старая школа, на старых американских джипах тоже такие коробки есть. Сейчас уже такой системы нигде не встретишь. Ну, по салону здесь вообще все отлично до такого пробега. Очень был рад увидеть, насколько он у тебя свежий. Но по салону еще классика жанра. Тут у нас трещина во все стекло. И на этих стеклах такие трещины очень обычное дело. Еще на таком пробеге салоны, которые не обшивались, здесь это тоже можно видеть, начинают отклеиваться. Тоже, ну, наверное, ты, если будешь делать в Алькантару, сделаешь. Я думаю, да. Правильно. Будет прикольно. А так, все остальное, блин, супер. Очень мягкая кожа. Еще кожа старой школы. Сейчас уже она, кстати, даже пахнет сейчас кожей такую, настоящей. Сейчас такую кожу уже на тачке. Вот то, что сейчас кстати, идет, вот этот непонятно челлендж что. от Давидыча, подожди. Когда нужно потрогать что-то, скрипит, не скрипит. В гелике ничего не скрипит. Абсолютно все. Машина 2008 года. Все четко, никаких посторонних шумов. То есть с новыми Мерседесами это не сравнится. Ну, удивительно. А у меня в гелике все-таки некоторые вещи скрипят. Окей, вырежем это. Не, ну это только показывает то, что хорошую тачку купил. Вот у меня вот скрипят вот эти части. Вот здесь пластик об пластик. Короче, я видел, кто-то просто их на карбоновые меняет. Просто карбончик ставит. Ну, есть такие стандартные небольшие косячки. Например, здесь от этого никуда не деться.
Вокруг люка. В наших суровых реалиях. Да, вокруг люка в нескольких местах есть паучки. Вот у задней фары. С другой стороны тоже. Но что очень круто в этой машине, видно, что явно здесь делали антикоррозийку. Машина несколько раз красилась. Петли очень свежие. Ну, явно они не просто так дожили. Явно ими занимались. Также здесь видно колпачки. Делалась и антикоррозийка внутри по наклейкам Crown. Да, и, ну, двери очень легко ходят. Вот, смотри, это горит, кстати. Да. Это горит. Но не всегда, да? По-моему, да. По-моему, она мигает. Да, у меня тоже мигает. Это Живет стандартная своей вещь. жизнью, короче. Это здесь не LED. То есть здесь, короче, 150 вольт на нее подается. Такая, ну, в принципе, на AliExpress вот эта фигня вместе с рамкой стоит 7 евро. Но она будет немножко неправильного тона. Но, в общем, легко меняется. А так, блин, тачка огонь. Поздравляю тебя. Thanks. Есть что еще добавить? Машина скоро в продаже будет. Да. Пока не заколхозил, можно купить в оригинальном состоянии. А что будешь делать себе здесь? Слушай, по классике Г63 обвес, Ой, блин. к сожалению или к счастью, можно купить в оригинальной машине. Да, ну вот хороший пример того, что 55-й почти в стоке, и куда ни посмотришь, везде очень свежо. Вот есть небольшие косячки, нужно понять, почему здесь не было заглушки. Вот так. Очень ровно работает, очень хорошо ускоряется. Тормоза свежие. В общем, из хороших рук в хорошие руки получилось. Ну вот еще как бы тест можно показать хороших, адекватных петлей. Ну, вот есть прямо такое клише. Люди садятся, ну, в гелик, и дверь не закрывается. Типа, ты просишь, закрой еще сильнее. Так и есть. То есть, но на самом деле, если петли нормальные, то все равно ты должен ее толкнуть, она должна закрыться. Да. То есть нету такого, что она не закрывается до конца. А вот здесь как бы работает отлично. На самом деле не надо там со всей силы его затягивать. Так, еще вот стандартная вещь. Вот это молдинг такой пластиковый. Он начинает дубеть и он начинает отходить. Видишь здесь? У тебя уже начинается появляться зазор. Он будет все больше, больше, больше. В конце концов, он уже будет совсем уродливый и некрасивый. Такая была проблема. Да, По-моему, ты мне даже указал мне, когда мы первый раз встретились. Да. Я заменил. Вот. И также, вообще советую здесь его снять, посмотреть, что там внизу, потому что здесь вот идут такие заклепки. Они начинают ржаветь. Вот как ты сказал, то, что у тебя тут на этих местах есть паучки. Это только тут сверху. На самом деле, если ты вот этот пластик уберешь, Да. ты там уже увидишь, что там на самом деле. И это вот из, наверное, всех частей, которые на гелике красятся, это, я думаю, входит в топ-3 вот эти, вдоль порогов, что прокрашивается. Она проблемная часть. И, понятное дело, вся наша соль с наших ног. А здесь не так хорошо, да? Да, эта дверь почему-то все равно нормально. Может быть, просто здесь надо что-то, я не знаю, честно. Она чуть-чуть сложнее закрывается, чем остальные, но все в пределах нормы. 280 тысяч. И вот такая петля, это явно подделывалось. Или, может быть, даже петли поменяли. Потому что... Так как это была машина, бывшая машина хозяина нашего дилерского центра Mercedes, то я думаю, что здесь все делалось по высшему классу. Так. И вот тоже... Помнишь, у меня на предыдущем гелике вот это все было, будто кривая все такая была, вот этот лист. Да. Здесь он прям, образцовый. Вот я его у себя, кстати, покрасил и поставил сюда пленку, чтобы весь этот пескоструй от него предыдущий гелик у меня, помнишь, здесь все было кривое, вот так все волной.
Здесь я его когда Ну, помыл, это на другая солнышке история. посмотрел, блин, он такой ровный. Вот, кстати, еще что ржавеет даже быстрее, чем кузов. Вот эти маленькие нашлепки здесь. Ну, шина, на которую одеваются рейлинги. Вот. И вот эти заклепки, они первыми обычно начинают ржаветь. Здесь они совсем чистые. Вообще нет ржавчины. Скорее всего, тоже менялись. Я у себя тоже менял. Она стоит там, не знаю, евро, наверное, 10 за штуку. Копейки. Но сразу внешний вид. Это Что у меня надо. на предыдущем гелике вот здесь было все ржавое, я помню. Здесь, посмотри, здесь все чистенько, красиво. Первым делом я открыл вот этот лючок и просто офигел, что здесь все реально все чистенько, ровно. Ну, реально машина вот по сравнению с той небо и земля. Первоначальный осмотр 777 ОАО. И я считаю, оценка 4 с плюсом большим для Супер. такого пробега. Вот, так что Ставьте отличный лайки, вид. подписывайтесь на канал Эрика. Давайте. До встречи. Ну а в следующих сериях валим бочком на гелике, решаем проблему масложорства, устанавливаем симпатичные тормозные диски на G55 и многое другое. Так что до скорой встречи, друзья.